В дорогом ресторане с приглушенным светом и мягкой музыкой царила та особая тишина, которая бывает лишь там, где деньги не обсуждают вслух. За столом у большого окна сидел Макс Рейн, успешный предприниматель, привыкший к контролю и точным расчетам. Он пришел один, не из-за отсутствия людей рядом, а потому что одиночество иногда было единственным способом заглушить собственные мысли. Внешне его жизнь выглядела безупречно. Бизнес рос, репутация была безупречной, будущее – просчитанным. Но в этот вечер внутри жило странное беспокойство, не поддающееся логике. Когда к столику подошла официантка, Макс сначала не посмотрел на нее. Но девушка, сделав шаг ближе и встретившись с ним взглядом, внезапно остановилась. Ее лицо резко побледнело, руки задрожали, поднос едва не выскользнул. Она смотрела на него так, словно увидела не клиента, а призрак прошлого. Макс насторожился. Он был уверен, что видит ее впервые, но ощущение узнавания оказалось пугающе сильным. Управляющий попытался вмешаться, решив, что сотрудница просто перенервничала. Он мягко, но настойчиво взял девушку за руку, собираясь увести. В этот момент она резко вырвалась и почти шепотом произнесла слова, которые изменили все. «Это мой муж». Макс замер. В его мире, где все имело цену и объяснение, этим словам не находилось места. Он был уверен, что его жена погибла много лет назад. Но в глазах девушки не было лжи, только боль и страх. Их увели в служебную комнату, далекую от роскоши зала. Там, среди белых стен и тишины, прошлое, тщательно спрятанное под слоями успеха, вышло наружу. Она рассказала, как он исчез однажды ночью, как она искала его, ждала, а потом была вынуждена просто жить дальше. Макс слушал, понимая, что тогда сделал выбор в пользу шанса, денег, новой жизни. Он убеждал себя, что так будет лучше для всех. Но теперь ясно видел цену этого решения. Он достал старое обручальное кольцо, которое все это время носил с собой, сам не зная зачем. Миллионы не смогли заменить того, что было потеряно. Поздней ночью они вышли на улицу. Под тусклым светом фонаря она вернула ему кольцо и сказала, что все теперь зависит не от его возможностей, а от способности быть рядом, без побегов и оправданий. Макс впервые за долгие годы понял, перед ним не сделка и не риск, а выбор, за который нельзя заплатить. Только прожить.